Всем привет, друзья! В сегодняшнем выпуске я буду делать умное фасадное освещение. Покажу, как и какие светильники я монтировал, почему они умные и как все это работает. Для фасадного освещения я купил 6 уличных светильников с влагозащитой. Светильники я планирую вешать возле каждой входной двери с двух сторон. Соответственно, у меня две двери на первом этаже и одна дверь на втором этаже, которая ведет на балкон. Светильники в магазине я купил самые обычные, те, которые мне понравились. И, соответственно, к ним купил самые обычные светодиодные лампы. Но вы спросите, почему же я в самом начале видео сказал, что я буду делать умное фасадное освещение. А умными эти светильники сделает выключатель, который будет интегрироваться в систему умного дома. Более подробно обо всем я буду рассказывать по ходу дела. Сейчас я начну с установки двух светильников на втором этаже возле двери, которая ведет на балкон. В самую первую очередь я хочу сразу установить в наши светильники лампочки, чтобы не заниматься этим, когда они уже будут установлены на фасаде. Дело в том, что здесь есть вот такие вот маленькие болтики, которые откручиваются шестигранником, кстати, который идет в комплекте к каждому светильнику, чего я не ожидал. И болтики настолько маленькие, что я боюсь, когда я их буду откручивать на улице, я могу их уронить и точно уже потеряю и не найду. Вот если бы уронил на улице, точно бы потерял. Не найду подобные другие. Значит, здесь у нас в каждом светильнике вставляется лампочка с цоколем Е27. Я купил, как уже говорил, светодиодные лампочки теплого света. Но это на мой вкус. Вы можете купить любые холодного или теплого цвета, любого диапазона. Что-то она обратно плохо вставляется. Ну вот. Все, теперь закручиваю. Сейчас вставлю лампочку во второй светильник и буду уже размечать, где они будут установлены на фасаде. Я думаю, что здесь на втором этаже, вот на такой высоте, будет достаточно установить светильники. На первом этаже я буду делать выше, наверное, вот так вот. Здесь почему я так не хочу устанавливать, потому что здесь у нас идет скат крыши, и, мне кажется, будет не очень смотреться. Поэтому именно здесь буду делать вот так вот. Сейчас я вымерю оптимальное расстояние, чтобы оно было у меня везде одинаковое, и буду крепить. Ну что ж, друзья, я решил крепить светильники на фасаде на расстоянии 30 сантиметров от угла, точнее не от угла, от края откоса двери. Сейчас я зафиксирую здесь все, точнее отмечу и буду крепить. Теперь я сейчас сниму ответную часть для того, чтобы ее закрепить на фасаде. Просверлить дырку под провод сквозь стену и потом уже на нее установить светильник. Все довольно просто. Светильники я буду подключать с помощью трехжильного кабеля ВВГ НГЛС с сечением 1,5 мм, но пускать голый кабель через SIP-панель мне как-то не хочется, поэтому с помощью перевода сверла на 22 я сейчас сделаю отверстие до фасада и пущу туда гофру, и через нее уже буду выводить кабель. Для того, чтобы зафиксировать гофру, чтобы она не гуляла в нашем отверстии, я туда запеню негорючую пену. Первый готов.
В идеале, конечно, нужно было ввести проводку по фасаду с внешней стороны, но в тот момент, когда я делал внешнюю отделку, во-первых, я не знал, где и сколько у меня будет установлено светильников, и, во-вторых, у меня в тот момент на это не было времени. Поэтому приходится тянуть проводку внутри дома и выводить конкретно уже точечно на светильнике. Но я думаю, что страшного в таком варианте ничего нет, и, в принципе, тоже вполне сгодится. Сейчас я уже установил 2 светильника, подключил к ним провода, и теперь мне нужно будет эти провода вывести в распределительную коробку, куда я уже проведу отдельный кабель, который будет также соединяться со всеми остальными светильниками, и потом уже буду их подключать все к нашему умному выключателю. Здесь провода у меня будут идти непосредственно в первом слое гипсокартона, будет закрываться вторым слоем, и потом уже будет все закрываться финишной чистовой отделкой. Ну, я думаю, что здесь, наверное, будет имитация бруса. Ну, пока я еще не уверен до конца. Точнее, не решил. Самое главное при таком варианте прокладки электропроводки — это где-то у себя записать и постоянно хранить точное расстояние, где у вас идет кабель, для того, чтобы в будущем, когда будет уже закрыто вторым слоем гипсокартона и будет уже сделана чистовая отделка, не пробить кабель, там, я не знаю, каким-то крепежом для телевизора, или там, если захочу повесить какую-то картину или что-то подобное, чтобы точно знать, где идет кабель, и там ничего не вешать и не сверлить. Для таких целей я завел себе отдельную тетрадку, где я указываю, в какой комнате и конкретно на какой стене и на каком расстоянии проложен кабель, чтобы в будущем его ничем не пробить. Ну а сейчас я соединю провода в распределительные коробки, спущу их на первый этаж и продолжу устанавливать оставшиеся светильники. Для начала я временно соединю провода с помощью кремников по типу вага, а потом, когда уже буду уверен, что все работает, и буду уже зашивать стены, буду все обжимать гильзами. Ну а на первом этаже я буду устанавливать светильники на таком же расстоянии от дверного откоса, но чуть выше, так как здесь не такой низкий потолок. Ну что ж, друзья, я все подключил, правда, еще не проверял, сейчас будет момент истины. Вот здесь вот временно я установил выключатель, он у меня трехклавишный, на первой клавише у меня, соответственно, все светильники, которые я только что установил. А на второй клавише будет в будущем свет вот здесь в предбаннике. И на третьей клавише будет уличное освещение, которое будет установлено там, где дорожки. Ну, я еще даже об этом не думал. Ну, в общем, здесь будет уличное освещение. Либо, если я передумаю, что-то другое. На длинные провода внимания не обращайте. Это все временные варианты. Я специально оставил с запасом, чтобы потом убрать все в штрабу, которая будет в гипсокартоне. Ну и, может быть, я перемещу выше или, может быть, ниже выключатель, либо розетку. Ну, это все, в общем, потом подровняется. Ну что ж, давайте проверять. По крайней мере, ничего не коротнуло. Вижу, вроде бы на выключателе горят клавиши. Ну, здесь лампочки есть на клавишах о том, что он еще не интегрирован, точнее, не подключен в систему умного дома, поэтому они моргают. Не знаю, видно вам на камере или нет. Пробуем. Ну, по крайней мере, ничего не выбило, уже радует. Да, действительно, свет горит. В общем, сейчас я это все интегрирую в умный дом и покажу вам, как это все работает и как подключать сам выключатель, потому что его принцип подключения к сети отличается от обычных выключателей.
Ну что ж, друзья, это уже следующий день. Вчера вечером я проверил, как работают умные фасадные светильники, и все отлично. В данный момент они у меня настроены на включение в 8 часов вечера и на выключение в 12 часов ночи. Но их включение или выключение можно прописать в любые другие сценарии, на которых у вас хватит фантазии и устройств для умного дома. Так как умный выключатель у меня установлен в прихожей около основной двери, и для того, чтобы включать или выключать свет, когда кто-то будет выходить через вторую дверь на кухне или через дверь на балкон, я установлю вот такие вот дублирующие выключатели, которые работают от батарейки, и к ним не нужно будет вести никаких проводов. Также одновременно эти выключатели можно прописать и в другие сценарии, не только на включение и выключение света, но и, к примеру, на включение или выключение сигнализации или каких-то других устройств в вашем доме. Как я уже говорил, к этим выключателям не нужно вести никаких проводов, работают они от небольшой круглой батарейки, и такие выключатели установлены у меня в квартире, и батарейка уже работает 3 года, и я еще ее ни разу не менял. Также я еще задумался, не установить ли по всему периметру фасада такие небольшие светильники, которые будут подсвечивать дом, но об этом я еще думаю и окончательно не решил. И как я ранее обещал, я расскажу и покажу, как подключить проводные умные выключатели, так как их подключение отличается от обычных. Надеюсь, вам видно доску и то, что на ней написано. Значит, смотрите, у нас есть 6 светильников, но это в моем случае. У вас их может быть и любое другое количество. Светильники мы соединяем все между собой и выводим от них один кабель с 3 жилами, с фазой, с нулем и заземлением. Дальше также нам нужен будет питающий кабель от электрощита, тоже с фазой, с нулем и заземлением. Вот здесь наш выключатель, но выключатель может быть любой другой, умный выключатель в смысле. У меня он трехкнопочный. У вас может быть однокнопочный, двухкнопочный или там, по-моему, даже есть 4-кнопочная. И на этих умных выключателях есть такие каналы, как 0, L, это у нас фаза, L1, L2, L3, это каналы наших кнопок. То есть это тоже фаза, но L1 отвечает за левую кнопку, L2, соответственно, за среднюю кнопку, и L3 за самую правую кнопку. Значит, как нам это все нужно соединить? Значит, берем фазу от нашего электрощита и подключаем ее к нашему выключателю в канал L. Все, значит, на выключателе у нас есть питание. 0 от нашего выключателя мы подключаем к нашим светильникам и кабелю из электрощита. То есть все эти 3 кабеля мы соединяем между собой. Дальше заземление от наших светильников и с заземлением от электрощита мы соединяем между собой. А фазу от наших светильников мы подключаем к нашему выключателю в канал L1, ну или в L2, L3, в зависимости от того, на какую кнопку вы хотите посадить включение-выключение светильников. И вот, в принципе, все. Ничего сложного нет, просто надо один раз понять, и дальше будет все очень просто. В общем, вот такой вот получился выпуск. Надеюсь, что информация была интересна, а кому-то и полезна. С вами был Вадим, проект 22 сотки. Всем до новых встреч в новых выпусках.